Сегодня мне бы хотелось поговорить о таком периоде в истории Японии, как период Эдо. Эдо-джедай. В общем, тема период Эдо. Это первая часть, всего их будет 4. Как пишет американский историк Джеймс Хахман, система сёгуната Токугава принесла Японии 250 лет мира. Она также дала ей 2 столетия коммерческой и интеллектуальной активности, а также новый взгляд на мир и самую всеобъемлющую государственную систему, которую когда-либо знала страна. Именно в эти годы Япония впервые приблизилась к тому, чтобы стать по-настоящему национальной единицей. Период Эдо – это период в истории Японии между 1603 и 1868 годами, когда Япония находилась под властью сёгуната Токугава и 300 региональных даймё страны. Период Эдо возник после хаоса периода Сэнгоку, Сэнгоку-джедай. Для периода Эдо были характерны следующие тенденции: экономический рост, строгий социальный порядок, внешняя политика, направленная на изоляцию, стабильное население, всеобщий мир и массовые увлечения искусством, культурой, которые именовались Оэдо. Данный период получил свое название от места Эдо, Токио, где 24 марта 1603 года Токугава Иэясу официально учредил сёгунат. Этот период завершился реставрацией или обновлением Мэйджи и войной Басин, Басин Сенсо, которая восстановила императорское правление в Японии. Как писал американский просветитель-историк Эдвин Аутфатер Райшауэр, сёгунат был централизованной, феодальной формой правления. Важную роль сыграл Токугава Иэясу, главный бенефициар достижений Оды Нобунаги и Тоётоми Хидэёси. Победа Иэясу в битве при Секигахара дала ему контроль над всей Японией. Он быстро уничтожил множество вражеских домов даймё, сократил число других и перераспределил военные трофеи между своей семьей и союзниками. Иэясу все еще не удалось добиться полного контроля над западными даймё, но принятием титула сёгуна помогло укрепить систему союзов. После дальнейшего укрепления своей власти Иэясу назначил сёгуном своего сына Хидэтаду, а себя в 1605 году отставным сёгуном. Тоётоми по-прежнему представляли серьезные угрозы, и в 1615 году армия Иэясу совершила Осакскую кампанию и разрушила замок Тоётоми в Осаке. Период Эдо принес Японии 250 лет стабильности. Как пишет Ричард Теймс, длительный период правления сёгуната Токугава принес стабильность, которая позволила стране справиться с последствиями разрушительной борьбы. Процветание способствовало значительному росту городов и рождению новой, блестящей, популярной культуры. А политическая система превратилась в то, что историки называют следующим образом. Сёгун обладал национальной властью, а даймё – региональной. Это представляло собой новое единство в феодальной структуре, которое отличалось все более многочисленной бюрократией для управления смесью органов власти. Сёгунат Токугава не только укрепил свой контроль над объединенной Японией, но и обладал беспрецедентной властью над императором, двором, всеми даймё и религиозными сообществами. Для регулирования деятельности домов даймё был составлен свод законов-кодекс. Он касался поведения в частной жизни, брака, одежды, видов оружия и разрешенной численности войск. Хотя даймё сами по себе не облагались налогом, с них регулярно взимались взносы на военную и материально-техническую поддержку, а также на общественные работы, такие как строительство замков, дорог, мостов и дворцов. Различные постановления и налоги не только укрепили власть сёгуната Токугава, но и истощили богатство даймё, ослабив тем самым их угрозы центральной администрации. Владения, некогда ориентированные на военные нужды, превратились в простые местные административные единицы. Даймё обладали полным административным контролем над своей территорией. Лояльность требовалась от религиозных сообществ, которые без того были сильно ослаблены с помощью различных механизмов контроля.
Как пишет Ричард Теймс, изоляция Японии не была абсолютной. В каждом порту была колония китайских торговцев, а голландцы привозили с собой не только импортные товары, но и новости из внешнего мира. Однако этих иностранцев всего лишь терпели и жестко ограничивали их дела коммерции, да и ту сводили к торговле предметами мелкой роскоши, без которых можно было обойтись в случае необходимости. Режим сёгуната Токугава пытался заморозить общество ради его собственного блага. Иеясу поощрял внешнюю торговлю, но также с подозрением относился к чужакам. Он хотел превратить Эдо в крупный порт, но как только узнал, что европейцы предпочитают порты на Кюсю и что Китай отверг его планы по официальной торговле, он начал контролировать существующую торговлю и разрешил только определенным портам обрабатывать определенные виды товаров. Начало периода Эдо совпадает с последними десятилетиями торгового периода Намбан-Боэки, в течение которого происходило интенсивное взаимодействие с европейскими державами в экономическом и религиозном плане. Именно в начале периода Эдо Япония построила свои первые военные корабли, которые доставили японское посольство во главе с Хасекурой Цунэнагой в Америку, а затем в Европу. Христианская проблема, по сути, заключалась в контроле как над даймё-христианами, так и над их торговлей с европейцами. К 1612 году многим было приказано отречься от христианства. Новые ограничения последовали в 1616 году, ограничения внешней торговли, в 1622 году казнь 120 миссионеров и новообращенных, в 1624 году изгнание испанцев и в 1629 году казнь тысяч христиан. Наконец, эдикт о закрытой стране Сакокурей и от 1635 года запрещал любому японцу выезжать за пределы Японии или, если кто-то уезжал, чтобы никогда не возвращался. В 1636 году голландцы были вынуждены поселиться на островке Дэджима, небольшом искусственном островке в гавани Нагасаки. Сёгунат считал христианство крайне дестабилизирующим фактором и поэтому решил нацелиться на него. Симабарское восстание, Симабара-Норан, в 1637-1638 годах, в ходе которого недовольные самураи, католики и крестьяне восстали против сёгуната Токугава. Эдо вызвал корабли для бомбардировки крепости мятежников. Это положило конец христианскому движению. Во время восстания, по оценкам, было убито 37 тысяч человек, в основном христиане. За 50 лет было сокращено количество христиан в Японии почти до нуля. Некоторые христиане спаслись, уйдя в подполье. Они назывались Какуре Киришитан – подпольные христиане. Вскоре после этого португальцы были изгнаны навсегда. Члены португальской дипломатической миссии были казнены. Всем японским подданным было приказано зарегистрироваться в буддийском или синтоистском храме. Голландцы и китайцы были ограничены в торговле. В 1641 году иностранные контакты были ограничены политикой Сококу. К 1660 годам христианство было почти полностью искоренено. Его внешнее политическое, экономическое и религиозное влияние на Японию стало весьма ограниченным. Только Китай, голландская Ост-Индская компания, в течение короткого периода португальцы, испанцы и англичане пользовались правом посещать Японию в этот период исключительно в коммерческих целях, и они были ограничены портом Дэджима. Другие европейцы, высадившиеся на японской территории, были преданы смерти без суда и следствия. Как пишет Ричард Теймс, социальный порядок, по крайней мере в теории, был нацелен именно на спокойствие. Япония пережила столетия хаоса, и правление сёгуната Токугава было нацелено прежде всего на установление и поддержание мира и стабильности. Общественный порядок, основанный на наследуемом положении, а не на личных заслугах, был жестким и в высшей степени формализованным.
В сельской местности жили только крестьяне. Самураи, ремесленники и торговцы жили в городах, которые были построены вокруг замков даймё, каждый из которых располагался в своем собственном квартале. Общество Эдо имело сложную социальную структуру, в которой каждая семья знала свое место и уровень престижа. На вершине стояли император и придворная знать, непобедимые по престижу, но слабые по власти. Далее шли сёгуны, даймё и свои феодалов, ранг которых определялся их близостью к сёгунату. После длительного периода внутреннего конфликта первой целью было умиротворение страны. Был создан баланс сил, который оставался относительно стабильным в течение следующих 250 лет под влиянием конфуцианских принципов общественного устройства. Семья была самым маленьким юридическим лицом, и поддержание семейного статуса и привилегий имело огромное значение на всех уровнях общества. У человека не было отдельных юридических прав. Как пишет Ричард Теймс, были группы постоянных изгоев, такие как это, которые считали ритуально нечистыми, и хинин. На вершине общества находился император, столь удаленный от земных проблем, что казалось, он едва ли принадлежал этому миру. Сёгуны подчинялись даймё. Воины-самураи защищали от нападений и осуществляли общественные санкции. От самурая требовалась скромность, но это качество присутствовало далеко не всегда. Остро сознавая свой статус, самураи имели право защищать себя и убить любого человека, оскорбившего их. Крестьяне, их насчитывалось 80% населения. От крестьян ожидали таких добродетелей, как повиновение и усердие. Здравый смысл и долг требовали, чтобы ничего не пропадало зря. Для большинства крестьян жизнь была очень тяжела. Если случался неурожай, они голодали. Жители городов не могли производить продовольствие сами, и потому считались менее ценными для общества, чем крестьяне. Тем не менее, они делали некоторые полезные вещи. Привет! Я продолжаю говорить о периоде Эдо. Это вторая часть. В период Эдо жизненно важный коммерческий сектор был сосредоточен в процветающих городских центрах с относительно хорошо образованной элитой, изощренной правительственной бюрократией, продуктивным сельским хозяйством, тесно сплоченной нацией с высокоразвитыми финансовыми и маркетинговыми системами и национальной дорожной инфраструктурой. Экономическое развитие в данный период включало урбанизацию, увеличение объемов перевозок товаров, значительное расширение внутренней и изначально внешней торговли, а также распространение торговли и ремесленных производств. Процветали строительные отрасли, а также банковские учреждения и торговые ассоциации. Все чаще было обнаружено слежение за ростом сельскохозяйственного производства и распространением сельских ремесел. К середине XVIII века население Эдо составляло более 1 миллиона человек. Вероятно, Эдо был крупнейшим городом в мире того времени. В Осаке и Киото проживало более 400 тысяч человек. Многие другие города также росли. Осака и Киото стали оживленными центрами торговли и ремесленного производства, в то время как Эдо был центром поставок продовольствия и основных городских потребительских товаров. Примерно в 1700 году Япония была, пожалуй, самой урбанизированной страной в мире. В первой половине периода Эдо в Японии наблюдался быстрый демографический рост, прежде чем он выровнялся.
период с 1720 по 1820 годы в Японии был почти нулевой прирост населения, что часто объяснялось снижением рождаемости в ответ на массовый голод, Великий голод Тэмэй. Но некоторые историки выдвигали различные теории, другие теории. Примерно в 1721 году население Японии составляло около 30 миллионов человек. Во время реставрации Мэйджи, примерно 150 лет спустя, эта цифра составляла около 32 миллионов. В период Эдо был мир, а это принесло процветание стране. Производство риса неуклонно росло, численность населения оставалась стабильной. Количество рисовых полей выросло почти в 2 раза к 1720 году. Усовершенствованные технологии помогли контролировать приток воды к рисовым полям, что имеет огромное значение. Даймё управляли несколькими сотнями городов-замков, которые стали центрами внутренней торговли. Система Санкин-Котай означала, что даймё и их семьи часто проживали в Эдо. Самураи и даймё после длительного мира привыкли к более изысканному образу жизни. Концентрация богатства также привела к развитию финансовых рынков. Поскольку сёгунат разрешал даймё продавать излишки риса, только в Эдо и Осаке там возникли крупные рисовые рынки. У каждого даймё также была столица, расположенная рядом с единственным замком, который им разрешалось содержать. У даймё были агенты в различных торговых центрах, которые продавали рис. Торговцы изобрели кредитные инструменты для перевода денег, и валюта вошла в обиход. В больших и малых городах гильдии торговцев и ремесленников удовлетворяли растущий спрос на товары и услуги. Торговцы извлекали огромную выгоду, особенно те, кто пользовался официальным покровительством. Однако неоконфуцианская идеология сёгуната делала упор на такие добродетели, как бережливость и трудолюбие. В стране существовала жесткая классовая система, которая делала упор на сельское хозяйство и презирала торговлю и купцов. Спустя столетия после установления сёгуната начали возникать проблемы. Самураи, которым запрещалось заниматься сельским хозяйством или бизнесом, но разрешалось занимать деньги, занимали слишком много, и некоторые из них подрабатывали телохранителями у торговцев, сборщиков долгов и ремесленников. Многие погрязли в долгах, соответственно, некоторые торговцы специализировались на предоставлении займов, однако систематически облагать налогом торговлю было немыслимо. Богатство купцов давало им определенный престиж и даже власть над даймё. К 1750 году растущие налоги спровоцировали крестьянские волнения и даже бунт. Стране нужно было как-то бороться с обнищанием самураев и дефицитом казны. Финансовые проблемы самураев подорвали их лояльность к системе, и пустая казна угрожала всей системе государственного управления. Одно из решений было реакционным – сократить жалования самураев и запретить траты на предметы роскоши. Другими решениями были модернизация с целью повышения производительности труда в сельском хозяйстве. Восьмой сёгун Токугава Йосимуне занимал этот пост в 1716-1745 годах, добился значительных успехов, хотя большую часть его работы пришлось проделать заново в период с 1787 по 1793 год главному советнику сёгуна Мацудайри Саданобу. Другие сёгуны вызвали инфляцию. В целом, в то время как торговля внутренняя и международная была оживленной и сложной. В период Эдо развивались финансовые услуги. Сёгунат по-прежнему был идеологически ориентирован на честный сельскохозяйственный труд, как основу общества, и никогда не стремился к развитию торговой или капиталистической страны. К 1800 году коммерциализация экономики быстро возросла, вовлекая в национальную экономику все больше отдаленных деревень. Появились богатые фермеры, которые переключились с выращивания риса на высокодоходные технические культуры и занялись местным кредитованием, торговлей и мелким производством. Богатые купцы часто были вынуждены одалживать деньги сёгунату или даймё, которые часто так и не возвращались. Им часто приходилось скрывать свое богатство, и некоторые стремились к более высокому социальному статусу, используя деньги. Есть некоторые свидетельства того, что по мере того, как купцы приобретали все большее политическое влияние, в поздний период Эдо жесткое классовое разделение между самураями и купцами начало ослабевать. Несколько владений, в частности Тёсю или Чошу и Сацума, использовали инновационные методы для восстановления своих финансов, но большинство из них еще больше погрязли в долгах. Финансовый кризис спровоцировал реакционное решение, принятое в конце эры Темпо. Главным советником Мидзуно Тадакуни он повысил налоги, осудил роскошь и попытался воспрепятствовать росту бизнеса. Он потерпел неудачу, и многим показалось, что дальнейшее существование всей системы сёгуната Токугава находится под угрозой.
Рис был основой экономики. Около 80% населения занималось выращиванием риса. Производство риса неуклонно росло, но численность населения оставалась стабильной, а значит росло и благосостояние. Количество рисовых полей выросло в 2 раза к 1720 году. Усовершенствованные технологии помогли фермерам контролировать важнейший поток воды, поступающий на их рисовые поля. Даймё управлял несколькими сотнями городов-замков, которые стали центрами внутренней торговли. Развивались крупные рынки риса, сосредоточенные в Эдо и Осаке. В городах гильдии торговцев и ремесленников удовлетворяли растущий спрос на товары и услуги. Несмотря на низкий статус, торговцы процветали, особенно те, кто пользовался официальным покровительством. Торговцы изобрели кредитные инструменты для перевода денег, валюта вошла в обиход, а укрепляющийся кредитный рынок стимулировал предпринимательство. Даймё собирали налоги с крестьян в виде риса. Налоги были высокими, часто составляли около 40-50% от урожая. Рис продавался на рынке Фудасаши, в Эдо. Чтобы собрать деньги, даймё использовали контракты на продажу риса, который еще даже не был собран. Эти контракты были похожи на современную торговлю фьючерсами. Именно в период Эдо Япония разработала передовую политику управления лесным хозяйством. Возросший спрос на древесные ресурсы для строительства, судостроения и производства топлива привел к широкомасштабной вырубке лесов, что привело к лесным пожарам, наводнениям и эрозии почв. В ответ Сёгун, начиная примерно с 1666 года, ввел политику сокращения лесозаготовок и увеличения количества посадок деревьев. Согласно этой политике, только сёгуны даймё могли разрешать использование древесины. К XVIII веку Япония накопила подробные научные знания о лесоводстве. Первый сёгун Иэясу основал конфуцианские академии в своих владениях, и другие даймё последовали его примеру в своих собственных владениях, основав так называемые школы хангаку или ханко. Почти все самураи были грамотны, поскольку их карьера часто требовала знания литературного искусства. Академии были укомплектованы, в основном были самураи, а также некоторые буддийские и синтоистские священнослужители, которые изучали неоконфуцианство и труды Джуси. Помимо канзи, китайских иероглифов, конфуцианство, каллиграфии, основы арифметики и этикета, самураи также изучали различные боевые искусства. Тёнин или Чонин, городские торговцы и ремесленники, покровительствовали местным школам под названием Терракоя. Несмотря на то, что они располагались в храмах, учебная программа Терракоя состояла из основ базовой грамоты и арифметики, а не из литературы и философии. Высокий уровень грамотности в городах Эдо способствовал распространению романов и литературных произведений. В городских районах детей часто обучали самураи, не имевшие хозяина, в то время как в сельской местности преподавание часто осуществляли священники из буддийских храмов или синтоистских святилищ. В отличие от городов в сельской местности Японии, образование могли получать только дети известных фермеров. В Эдо сёгунат основал несколько школ под своим непосредственным управлением, наиболее важной из которых была неоконфуцианская школа Юшима Сайдо, действующая как элитная школа для бюрократии, но также создающая сеть выпускников со всей страны. В число других важных учебных заведений, находящихся под непосредственным управлением, входили Вагакуко-данчо, институт изучения японской классики, специализирующийся на истории и литературе Японии, оказавший влияние на развитие Какугаку и Игакукан, институт медицины. Уровень грамотности в период Эдо был настолько высок, что многие простые люди могли читать книги различных жанров, таких как кулинария, садоводство, путеводители, книги по искусству, сатирические романы, книги о городской культуре, комические книги. В Эдо было от 600 до 800 книжных магазинов, где можно было взять книги на прокат, или люди брали их на прокат, или покупали.
Привет! Тема период Эдо – это третья часть. Как пишет Ричард Теймс, конфуцианство являлось официальной идеологией режима, поэтому его толкователи обладали властью и престижем. Но также в Японии были и другие интеллектуальные течения, которые содержали в себе предпосылки вызова главенствующей ортодоксии. Так, движение Какугаку, изучение национальной истории, началось с попытки ученого сообщества заново оценить древнюю японскую поэзию. Под руководством Хирата Ацутана исследование уникальной синтоистской мифологии было призвано доказать врожденное превосходство Японии и ее народа. Из-за этого опасного принципа впоследствии случилось большое несчастье. Итак, расцвет неоконфуцианства был интеллектуальным достижением данного периода. Буддийские священнослужители долгое время активно занимались изучением конфуцианства в Японии, но в данный период конфуцианство вышло из-под контроля буддийской религии. Эта система взглядов привлекла внимание к светскому взгляду на человека и общество. Этический гуманизм, рационализм и историческая перспектива неоконфуцианской доктрины привлекали представителей официального класса. К середине 17 века неоконфуцианство стало доминирующей правовой философией Японии и внесло непосредственный вклад в развитие философской школы Какугаку. Ученые Какугаку работали над тем, чтобы переориентировать японскую науку с доминировавшего в то время изучения китайских, конфуцианских и буддийских текстов на исследование ранней японской классики. Углубленные исследования и все более широкое применение неоконфуцианства способствовали переходу социального и политического порядка от феодальных норм к практикам, ориентированным на классы и большие группы. Правление народа или конфуцианский человек постепенно заменялись верховенством закона. Были разработаны новые законы и введены в действие новые административные механизмы. Новая теория государственного устройства и новое видение общества стали средством обоснования более всеобъемлющего управления со стороны сёгуната. Каждый человек занимал особое место в обществе и должен был трудиться для выполнения своей жизненной миссии. Людьми должны были доброжелательно управлять те, в чьи обязанности входило править. Правительство было всемогущим, но ответственным и гуманным. Хотя классовая система находилась под влиянием неоконфуцианства, она не была идентична ему. В то время как в китайской модели солдаты и духовенство находились в самом низу иерархии, в Японии некоторые представители этих классов составляли правящую элиту. Представители самурайского сословия придерживались традиций бусидо-бусидо, проявляя новый интерес к японской истории, совершенствуясь в традициях конфуцианских ученых, администраторов. В таких городах, как Осака, Киото и Эдо, возникла особая культура, известная как чониндо – путь горожан. Это поощряло стремление к качествам по принципам бусидо – трудолюбию, честности, благородству, преданности и бережливости, и сочетало в себе синтоистские, неоконфуцианские и буддийские верования. Также поощрялось изучение математики, астрономии, картографии, инженерного дела и медицины. Особое внимание уделялось качеству изготовления, особенно в области искусства. Буддизм и синтоизм по-прежнему были важны в Японии. Буддизм наряду с неоконфуцианством обеспечивал стандарты социального поведения. Хотя буддизм не был столь политически влиятельным, как в прошлом, высшие классы по-прежнему поддерживали буддизм. Запреты на христианство пошли на пользу буддизму в 1640 году, когда сёгунат приказал всем желающим записываться в храм. Жесткое разделение общества помогло укрепить местные синтоистские традиции. Синтоизм обеспечивал духовную поддержку политическому порядку и был важным связующим звеном между человеком и обществом. Синтоизм также помогал сохранять чувство национальной идентичности. Со временем синтоизм приобрел интеллектуальную форму, сформированную неоконфуцианским рационализмом и материализмом. И Какугаку движение возникло в результате взаимодействия этих двух систем вероучений. Какугаку данное движение способствовало национализму Японии, ориентированному на императора и возрождению синтоизма, как национального вероучения в XVIII и XIX веках. Кодзики, нихонги и маньёсю были изучены заново в поисках японского духа. Некоторые из движения Какугаку, например, Матоори Наринага, он критиковал конфуцианское буддийское влияние, по сути иностранное влияние, за то, что оно осквернило древние обычаи Японии. По мнению сторонников Какугаку, Япония была страной ками и как таковая имела особое предназначение.
В течение этого периода Япония изучала западные науки и методы с помощью рангаку по информации и книгам, полученным от голландских торговцев. Основными областями, которые были изучены география, медицина, естественные науки, астрономия, искусство, языки, физические науки и механические науки, примером чего является разработка японских часовых механизмов или вадокей. Все это благодаря западным технологиям, и среди тех, кто изучал механику в то время особого упоминания, заслуживает Танака Хисасиге, основатель Тошиба, из-за технической оригинальности и утонченности его часов и кукол Каракури Нингё. Их трудно реставрировать даже сегодня. До модернизации Японии они считались высокомеханическим наследием. И важно указать, как пишет Ричард Теймс, многие научные триумфы явились результатом исключительно индивидуальных усилий, а не институционального патронажа. Отсутствие подлинного научного духа могло быть одним из интеллектуальных недостатков эпохи, но это до некоторой степени восполнялось отсутствием религиозного фанатизма. В области искусства японская художественная школа Римпа стала популярной. Картины и поделки школы Римпа отличаются высокой декоративностью и эффективным дизайном и с использованием золотых и серебряных листьев, смелыми композициями, с упрощенными объектами для рисования, повторяющимися узорами и игривым духом. Важными фигурами данной школы являются Таварая Сотацу, Ханяма Каэцу, Агата Корин, Сакаи Хоицу и другие. В связи с окончанием периода гражданской войны и развитием экономики было создано много поделок, обладающих высокой художественной ценностью. Мебель и предметы интерьера, красиво украшенные лаком, металлом, стали популярны среди богатых людей. Впервые у городского населения появились средства и свободное время для поддержки новой массовой культуры. Их стремление к удовольствиям стало известно как укиё, плавучий мир или плывущий мир, идеальный мир моды, популярных развлечений, поиска эстетических качеств в предметах и действиях повседневной жизни. Профессиональные артистки, гейши, музыка, популярные рассказы, кабуки, театр и бунраку, кукольный театр, поэзия, богатая литература и искусство, представленные прекрасными гравюрами на дереве. Все это было частью расцвета культуры укиё. Литература также процветала благодаря произведениям Тикамацу Модзаймона и Басё. Укиё – это жанр живописи и гравюр, который развился в конце 17 века и первоначально изображал развлечения в увеселительных районах Эдо. Данный жанр приходил в упадок из-за модернизации, которая считала укиё старомодным и трудоемким в изготовлении по сравнению с западными технологиями. Период Эдо характеризовался беспрецедентным экономическим развитием, несмотря на прекращение контактов с внешним миром, и культурным развитием, особенно в том, что касается театра, музыки и других развлечений. Появилось несколько различных видов кабуки. Некоторые из них, такие как сибараку или шибараку, были доступны только в определенное время года, в то время как некоторые труппы выступали только для знати. Модные тенденции, сатирические сюжеты местных новостей и реклама также часто были частью театра кабуки. Люди наслаждались ракуго, комической историей и исторической историей, кодан, в специальном театре под названием йосе. Что касаемо спорта, сумо – вид единоборства, который стал самым популярным видом спорта. Садоводство было популярным времяпрепровождением. Особенно в Эдо люди ценили цветы и с энтузиазмом занимались улучшением сортов цветов, поэтому одна за другой выходили специализированные книги. Путешествия стали популярны из-за улучшения дорог. Одежда приобрела широкий спектр рисунков и декоративных техник. Текстильная промышленность развивалась и использовала все более изощренные методы вышивки. В этот период женщины стали использовать более яркие цвета и смелый дизайн. Рост торгового класса вызвал рост спроса на изысканные костюмы, в то время как обычные кимоно обычно создавались женщинами в домашних условиях, роскошные шелковые кимоно разрабатывались и создавались художниками-специалистами, которые, как правило, были мужчинами.
я продолжаю говорить о периоде Эдо. Это 4-я и последняя часть. Окончанию периода Эдо способствовали различные причины, но часто упоминается такая причина, как Канагавский договор. Результат открытия Японии миру коммодором ВМС США Мэтью Перри, чья армада, известная японцам как «Черные корабли», открыла огонь. Иностранные вторжения способствовали обострению сложной политической борьбы между Бакуфу и коалицией его критиков. Продолжение движения против Бакуфу в середине XIX века в конечном итоге привело к падению сёгуната Токугава. Историки в целом считают, что основной причиной, способствовавшей упадку сёгуната Токугава, было плохое управление центральным правительством со стороны сёгуна. В период Токугава уровень жизни как городских, так и сельских жителей значительно вырос. Появились более совершенные средства растениеводства, транспорт, жилье, продукты питания и развлечения, а также больше свободного времени, по крайней мере для городских жителей. Уровень грамотности был высок, по некоторым оценкам уровень грамотности в Эдо составлял 80%, а культурные ценности были переосмыслены и широко распространялись среди самураев и тёнинов, горожан, мещан. Экономическая деятельность выходила далеко за рамки ограничительного характера гильдий, распространилась торговля и развилась денежная экономика. Хотя правительство жестко ограничивало деятельность торговцев и рассматривало их как непроизводительных членов общества, самураи, которые постепенно оторвались от своих сельских связей, сильно зависели от торговцев и ремесленников в вопросах потребительских товаров, художественных интересов и займов. И тёнины осуществили тонкую диверсию против класса воинов. Возникла борьба из-за политических ограничений, которые сёгун наложил на предпринимательский класс. Правительственный идеал аграрного общества не соответствовал реальности коммерческого распределения. Возникла огромная правительственная бюрократия, которая теперь находилась в состоянии застоя из-за своего несоответствия новому эволюционирующему общественному порядку. Ситуация усугублялась тем, что в первой половине периода Токугава численность населения значительно возросла. Засуха, за которой последовали неурожай и массовый голод, привела к 20 массовым случаям голода в период с 1675 по 1837 год. В период Токугава было зафиксировано 154 случая голода, из которых 21 был массовым и серьезным. Великий голод Тэмэй был самым массовым в период Эдо. Многие посевы были уничтожены из-за плохой погоды, сильных холодов и извержения вулкана в 1783 году. Распространение же голода было в значительной степени вызвано неумелым управлением сёгуната. Крестьянские волнения усилились, и к концу XVIII века массовые протесты против налогов и нехватки продовольствия стали обычным явлением. Многие самураи переживали трудные времена и были вынуждены заняться ремесленным производством и наемной работой у торговцев. Хотя Япония смогла приобрести и усовершенствовать широкий спектр научных знаний, стремительная индустриализация Запада в XVIII веке привела к существенному разрыву в технологиях и вооружении между Японией и Западом, вынудив ее отказаться от своей политики изоляции Сококу, что способствовало падению режима сёгуната Токугава. В начале XIX века число вторжений с Запада росло. Российские военные корабли торговцы вторглись на Карафуто и на Курилы, самые южные из которых японцы считают северными островами Хоккайдо. В 1808 году британский военный корабль вошел в гавань Нагасаки в поисках вражеских голландских кораблей, а в 1810-х и 1820-х годах в японских водах все чаще появлялись другие военные корабли. Торговые суда из Соединенных Штатов также прибывали к берегам Японии. Хотя японцы пошли на некоторые незначительные уступки и разрешили высадку некоторых кораблей, они в основном пытались не пускать иностранцев, иногда применяя силу. Рангаку, голландские науки, сыграли решающую роль не только в понимании иностранцев, но и в использовании знаний, полученных на Западе, для борьбы с ними. К 1830 годам в стране воцарилось общее ощущение кризиса. Голод и стихийные бедствия нанесли серьезный удар, а беспорядки привели к крестьянскому восстанию против чиновников и торговцев в Осаке в 1837 году. Хотя восстание продолжалось всего один день, оно произвело сильное впечатление. Советники сёгуна настаивали на возвращении к воинственному духу, ужесточении ограничений на внешнюю торговлю и контакты, подавлении рангаку, цензуре литературы и искоренении роскоши в правительстве и самурайском классе. Другие стремились к свержению сёгуната Токугава и придерживались политической доктрины Сонодзёи «Почитай императора, изгоняй варваров» или «Да здравствует император, долой варваров», которая противостояла иностранному влиянию. Было приказано провести дополнительные реформы, особенно в экономическом секторе, чтобы укрепить Японию перед лицом западной угрозы.
Абе Масахиро отвечал за отношения с США. Абе решил пойти на компромисс, согласившись с требованиями Перри открыть Японию для внешней торговли, одновременно проводя военные приготовления. В марте 1854 года Канагавский мирный договор открыл 2 порта для американских судов, нуждавшихся в провизии, гарантировал хорошее обращение с потерпевшими кораблекрушение американскими моряками и позволил консулу Соединенных Штатов поселиться в Симоде к юго-западу от Эдо. Договор о дружбе и торговле между Японией и США открыл еще больше территорий для американской торговли. В результате Бакуфу был нанесен значительный ущерб, девальвация цен на золото в Японии стала одним из непосредственных и колоссальных последствий. Европейские и американские трейдеры закупали золото по его первоначальной цене на мировом рынке, а затем продавали его японцам втрое дороже. Наряду с этим дешевые товары из развитых стран, такие как хлопок, заполнили рынок, вынудив многих японцев покинуть бизнес. Дебаты по поводу политики правительства были необычными и вызвали общественную критику Бакуфу. В ходе реформы Ансей Абе попытался укрепить режим. Оппозиция Абе усилилась. Зарубежные контакты расширились по мере того, как было предоставлено больше концессий. Новый договор с Соединенными Штатами, заключенный в 1859 году, позволил открыть больше портов для дипломатических представителей, обеспечить неконтролируемую торговлю еще в 4 портах и открыть иностранные резиденции в Осаке и Эдо. В нем также была воплощена концепция экстерриториальности. Иностранцы подчинялись законам своих стран, но не Японии. Придворные чиновники, видя слабость Бакуфу, впервые за много столетий внезапно втянули Киото и императора во внутреннюю политику Японии. После войны Бассин Бакуфу было упразднено. Хотя период Эдо вскоре закончился, ценности бусидо продолжали оказывать влияние на японское общество еще долго после того, как самураи перестали существовать. Период Эдо также оказал длительное влияние на современное искусство и культуру. Период Эдо продолжает жить в пьесах, книгах, аниме, особенно в дзидайгэки, исторических драмах, например, таких как классические самурайские фильмы Акиры Куросавы.